Привет, армия. Недавно циркулировал слух, который привлек внимание многих. Говорят, что Тэхён и Чингук были замечены в маленькой Франции, прекрасной французской деревушке, воссозданной в Южной Корее по мотивам очаровательной сказки о маленьком принце. Несколько человек утверждают, что видели, как они гуляли вместе, наслаждаясь уютной и спокойной атмосферой этого места. Самое удивительное, что, по словам того же очевидца, они решили не позировать для фотографии из уважения к их личному пространству. Ожидание официального подтверждения растет, поскольку мы все хотим видеть их счастливыми, довольными и бок о бок, свободно проводящими время. Между тем, мы не можем игнорировать другую сторону этой медали. Семью Чингука, их отрицание почти жалко. Они категорически отвергают идею о том, что Тэхён и Чингук вместе и любят друг друга. Они цепляются за малейший повод, чтобы попытаться дискредитировать любые доказательства, и с нетерпением ждут любого образа, любого совпадения, чтобы создать теорию, существующую только в их воображении. Присутствие кого-то рядом с Тэхёном, будь то друг, женщина, мужчина, коллега, вполне возможно. Даже игра в одной группе уже достаточно, чтобы разжечь беспочвенные слухи. Самый недавний пример – попытка связать его с Намджуном, подразумевая, что между ними есть что-то большее, чем дружба, что-то заведомо беспочвенное. Реальность такова: у Чимина своя жизнь, свой партнер, и эту реальность фанаты Джикука принять не могут. Пытаясь дискредитировать Тэхёна и Чингука, они даже сравнивают их с моментами из премьеры Dream. Но ничто, абсолютно ничто не может сравниться с культовыми моментами, которыми Тэгук поделился с миром. С того момента, как они впервые решили так смело и дерзко совершить каминг-аут, Тэхён и Чингук дали понять, что их отношения – это больше, чем просто слухи. Эти моменты были искренними, личными и полными любви. Вот почему, когда пытаешься сравнить премьерные моменты Дрима и Тэгука, контраст становится очевидным. Их премьера, возможно, и памятна, но то, что они создали вместе, навсегда останется уникальным и неповторимым сокровищем. Продемонстрированная ими связь, смелость быть рядом, быть увиденным, стали одним из самых символичных и драгоценных следов их отношений, и сколько бы Джикук не лаял или не выдумывал, все, чего они добились, это дали нам больше поводов вспоминать эти незабываемые сцены снова и снова. Потому что, в конце концов, важны не пустые слухи, а знаковые воспоминания, которые останутся в памяти всех, кто научился смотреть дальше внешнего вида. Многие говорят на эту тему, и я хочу быть ясным и прямым, потому что возникло некоторое недопонимание. Питер Вудс, генеральный директор Серлин, а сейчас занимает должность директора по связям с общественностью Dior. Вполне естественно, что в своей роли он последовал бы примеру Чимина, но некоторые люди, особенно Джикук, начали распространять дезинформацию, утверждая, что скоро состоится сотрудничество с Джикук только потому, что Питер Вудс подписался на Чимина. Этот слух полностью ложный. На самом деле Питер просто выполнял свою профессиональную роль в Dior и не имел никаких других намерений за этим жестом. Вот здесь многие ошибаются, и важно это прояснить. Интересно, даже поклонники Чимина и Джикук сначала не замечали пиар-директора Dior, никто не говорил о нем и не ассоциировал его с кем-либо из участников BTS, пока Тэхён не начал посещать мероприятия Серлин. Именно тогда все начали понимать, кто такой Питер Вудс. Он был тем, кто всегда сопровождал его на каждом публичном появлении, и именно в этот момент проявилось различие, которое многие часто упускают из виду. Это была не просто подписка на кого-то в социальных сетях, это была связь, которая была продемонстрирована несколько раз естественным образом. Привязанность и связь, которую Питер Вудс демонстрировал Тэхёну, невозможно воспроизвести искусственно. У Тэхёна есть уникальная способность излучать привязанность, уважение и доверие к окружающим, и именно это заставляет людей так сильно его любить. Вот настоящая причина, по которой отношения Питера и Тэхёна такие заметные, запоминающиеся и значимые. Вот что действительно важно, хотя некоторые поклонники Чимина и Джикук считают, что Питер и Чимин сохраняют тот же уровень близости, правда в том, что никаких доказательств такой тесной связи нет. Да, Питер подписан на нескольких амбассадоров брендов и артистов, но единственный, с кем он постоянно и тесно сотрудничает, это Тэхён. Хотя Питер Вудс больше не работает в Серлин, его отношения с Тэхёном не угасли, он подписан на Тэхёна и на Чингука, что говорит о том, что его интерес основан не только на бренде, который он представляет, но и на личных отношениях, которые он развивал на протяжении долгого времени.
Однако, и именно здесь многим поклонникам стоит быть более реалистичными, у Dior сотни амбассадоров бренда по всему миру, и большинство из них остаются в значительной степени неизвестными. По правде говоря, важность, придаваемая Питеру Утсу, напрямую связана с историей, которую он разделяет с Тэхёном, а не со слухами о несуществующем сотрудничестве. Реальность гораздо проще, как бы некоторые не пытались ее усложнить. Независимо от того, какой бренд он представляет, роль Питера Утса исключительно профессиональная, и любые видимые личные связи, которые он отмечал в прошлом, всегда были связаны с Тэхёном. Все остальное — лишь беспочвенные домыслы, которые в конечном итоге сбивают людей с толку. Именно поэтому важно отделять реальность от интерпретаций, циркулирующих в социальных сетях. Ведь речь идет не о подпитывании слухов, а о признании фактов такими, какие они есть. В моменты, запечатленные на камеру, Тэхён и Чингук демонстрируют такую искреннюю и естественную близость, что кажется, будто они живут в своем собственном мире, где им не нужны слова, чтобы понять друг друга. Как будто между ними существует тайный язык, невидимый код, не требующий объяснений. Их тело автоматически реагирует на движения друг друга, как будто каждое движение было безмолвно отрепетировано в течение долгого времени. Когда один движется, другой следует за ним с инстинктивной точностью. Когда один касается другого, другой мгновенно отвечает, как будто такой контакт – самая обычная вещь в мире. То, что может казаться простым другим, для них становится безмолвным знаком связи. Именно здесь связь становится невозможно игнорировать. Эти жесты незначительны, порой едва заметны, но они полны смысла, независимо от того, находятся ли они перед камерой, в окружении фанатов или в толпе. Их способ сблизиться, коснуться, разделить это интимное пространство, даже когда вокруг них стоит громкий шум, это происходило без всякого расчета. Они делали это не задумываясь, как будто никого не было рядом, как будто мир свелся исключительно к тому, как один человек смотрит на другого. И странно то, что чем больше пытаешься преуменьшить или дискредитировать эту близость, тем реальнее она становится. В попытках преуменьшить то, что их объединяло, их даже сравнивали со сценами из премьеры фильма «Мечта». Но ничто, абсолютно ничто не сравнится с культовыми моментами, которые подарили миру Тэхён и Чингук. Этот взгляд, эта мгновенная реакция на каждый жест, то, как они молчаливо сопровождают друг друга, оставили отпечаток, который невозможно стереть. С того момента, как они впервые решили так смело и решительно проявить себя, они утверждали, что их отношения – не просто совпадение или мимолетный слух. Именно здесь, если вы обратите внимание, вы увидите то, что часто упускают из виду. Дело не в зрелищности, а в подлинности. Когда двое действуют, намерение произвести впечатление очевидно. Это очевидно в том, как они преувеличивают движение, в чрезмерном внимании к каждой детали, в расчете реакции, которую они хотят вызвать. Но когда двое по-настоящему понимают друг друга, их естественность говорит сама за себя, им не нужно ничего планировать, все течет спонтанно. Вот что произошло с Тэхёном и Чингуком. Они не искали внимания просто ради того, чтобы привлечь его. Они искали друг друга, потому что так работала их связь, потому что их близость была необходимостью, а не стратегией. И эта деталь, какой бы незначительной она ни казалась, изменила все. Они привыкли делить пространство, быть рядом друг с другом, прикасаться друг к другу без страха, смотреть друг на друга с искренностью, преодолевающей любые преграды. Этот способ быть вместе не возник в одночасье, он родился из постоянного повторения конкретных жестов, повседневных моментов, которые, складываясь, образуют несомненный узор. Интересно, что когда что-то происходит так часто и естественно, оно перестает быть совпадением и становится ярчайшим свидетельством глубокой связи. Странность заключается в том, что с каждым повторением эта связь подтверждается и крепнет, как будто само время подтверждает то, что интуитивно было понятно с самого начала. Отношения между Тэхёном и Чингуком не нуждаются в объяснениях, они говорят сами за себя. Making posters and we ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers. You better wake up for the pace stop or you'll pay up. Don't make love to the game, bro.